Приветствую вас на канале Техревизор. Среди всего, что сегодня можно найти на рынке бюджетных мышек стоимостью до 3000 рублей, реально сложно отобрать годную модель, которая нормально собрана, имеет более эргономичную форму, чем кусок мыла, и не дабл-кликает спустя полгода работы. Выполняет базовые потребности, грубо говоря. Спрос на бюджетные девайсы всегда был, есть и будет. Разные производители продолжают совать в нос потребителям свои технологические прорывы 21 века в виде грызуна, себестоимость которого не превышает 500 рублей. Поэтому я решил отобрать, насколько это возможно, хорошие варианты мышек. Ограничился 5 моделями. Всех их можно не бояться покупать. Некоторые варианты уже не первый год на рынке, поэтому имеют репутацию проверенных временем девайсов. Некоторые, наоборот, только начинают его покорять и выглядят очень перспективно. В общем, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. А я начинаю представлять вам участников топа. Пятое место занимает Bloody W60 Max. Пятая строчка, как всегда, за самым простячковым брендом Bloody, который массово штампует недорогие девайсы для игр. В реально огромном ассортименте мне удалось найти одну неплохую модель W60 Max. По характеристикам она мало чем отличается от большинства, но больше всего мне понравилось качество сборки мышек, которым не может похвалиться рынок бюджетных грызунов. Она из обычного пластика, но вот собрана действительно на хорошем уровне. Не люфтит, не дребезжит и не скрипит. Каждая клавиша плавно нажимается, а их тут 10, между прочим. Но такой пластик — это даже хорошо, так как в более старых моделях типа V8 матовый пластик облазил и становился липким со временем. Эта же мышь в руках ощущается приятно монолитной. Хотя это ощущение вызвано скорее главным ее недостатком — весом в 120 грамм. Тяжеловато для маленькой детской ручки. Даже более того, такая мышь очень неудобно ляжет в руку из-за этих габаритов. Тут нужна минимум средняя, а лучше большая ладонь. И желательно, чтобы хват был не когтевым. Только при таких параметрах мышь хорошо ляжет в руку, удобно будет нажиматься и крепко держаться во время какой-нибудь зарубы. Поэтому геймеры, которым нужен девайс поменьше и полегче, подождите немного. Настанет ваше время в моем рейтинге. В остальном, как я и сказал, это самая обыкновенная мышь от Bloody. Внутри стоит их стандартный и проверенный временем сенсор BC3332. Сорвать его получится разве что играя на столе, а на нормальном коврике с точностью проблем не будет. Да и наводится она плавно, без рывков, но только если играть не на голой столешнице. В общем, в этом плане не придраться, да и по долгожительности к ней претензий нет. Если не бить мышку за каждый свой фейл, то прослужит она вам не 1 год за счет надежных переключателей под левой и правой кнопкой мыши. Четвертая строчка рейтинга за производителем чуть повыше рангом. Razer DeadHadder Essential. Хотя в первых партиях их мыши часто поливали за плохие микрики и недолгожительность, сейчас с браком таких проблем нет. Бренд все-таки переживает за свою репутацию и старается угодить клиентам. По итогу получился классный грызун за свои деньги. Внутри стоит надежный Razer 4G, который работает без задержек и сбоев. На проблемы со срывом и нечетким срабатыванием никто не жаловался. Просто бюджетный, довольно надежный сенсор, который хорошо справляется со своей функцией. По кнопкам все банально. Есть 2 дополнительные программируемые клавиши с правой стороны. Правая и левая кнопки мыши кликаются приятно тихо, срабатывают без задержек и дабл-кликов. А вот колесику могут возникнуть вопросы. Некоторые жалуются на то, что начинают криво работать уже в первый месяц после покупки. Но, само собой, бренд знает о проблеме и в новых партиях уже это исправили. По форме мышь подойдет для любого размера руки. Весит 96 грамм. За счет этого ляжет под каждую ладонь, не заставляя руку напрягаться от усталости во время затяжной катки. На дизайн тоже болт не забили. Все мы знаем, что фирменные цвета Razer черный и зеленый, но здесь вы можете выбрать еще и белую мышку. Выглядит действительно непривычно, но как красиво сочетается это с зеленой подсветкой. Черный корпус само собой выглядит не хуже, поэтому тут каждому свое. Кстати, следующий участник имеет еще более разнообразную палитру, и вы 100% о нем уже не раз слышали. Поэтому давайте побыстрее перейдем к нему. Тройку лучших открывает Logitech G102 Light Sync. Да, когда-то я считал ее топовой в своей категории и ставил только на первые позиции. Но, с другой стороны, даже хорошо, что ее сместили более качественные и современные модели. Это значит, что рынок не стоит на месте и развивается, конкурирует. Поэтому далее рассмотрим модели, которые точно порадуют, если вам так не зашла G102. Простой, бюджетный, надежный сенсор Mercury под капотом. Такие же переключатели под левой и правой кнопкой мыши и пара кнопок по бокам. Самая простенькая мышь. Собственно, каким и должен быть бюджетный девайс. Правда, часто в бюджетку пытаются поставить компоненты как можно круче, чтобы маркетологам работу упростить, тем самым жертвуя чем-нибудь.
И в случае с G102 ситуация похожая. Только тут решили взять не буковками на коробке, а визуалом. То, что можно увидеть. Речь идет о замороченной подсветке Light Sync, которая извивается под вас как только может. Куча разных эффектов, цветов, тонких настроек и даже звуковая визуализация. Светомузыка по-другому. Конечно, это круто, но лучше бы упор сделали на форму корпуса мыши и качество материалов. По форме эта мышь будет удобна только для маленькой и средней ладони. Когтевой хват опять минус. И даже если вы подошли по параметрам, немного расстроить может качество пластика. Это особенно чувствуется после пользования более дорогой мышкой. Например, при прокрутке колесика или нажатия боковых кнопок. Но в ее оправдание скажу про вес. В руке ощущается легкой, особенно после прошлых двух позиций. 85 грамм как-никак. Да и разнообразие цветов, о котором я говорил и ранее, тоже впечатляет. Logitech решили добавить не только универсальное черное с белым цветом, но и лавандовый с ярко-голубым. Выглядит прикольно и не так однообразно. В общем, если вашей маленькой ладони нужна легкая, красивая и надежная мышь, эту точно можно рассмотреть. Если, конечно, качество пластика не будет вас смущать. На втором месте стоит Asus TUF Gaming M3. Эта мышь так не сияет и каких-то разнообразных цветов в своем ассортименте не имеет, но по качеству материалов и сборки мое почтение. Ничего плохого не могу сказать. Приятный прочный пластик по всему корпусу, никаких скрипов, люфтов. Все кнопки нажимаются отчетливо, колесико крутится без скрипов и закусываний. По форме эта мышь в принципе универсальна, но, как мне кажется, взяться пальцевым хватом маленькой ладонью будет не очень удобно. Немного длинновато для этого мышь будет. А вот пальцевым и уж тем более ладонным никаких проблем. Для лучшего сцепления с боковыми поверхностями не лишними были бы резиновые вставки. Но, к сожалению, они, как и вся мышь, сделаны из пластика. Тем не менее, держать в руке все равно будет удобно. А если учитывать, что она весит немного да меньше, чем прошлая модель, 84 грамма, то вообще никаких проблем не возникнет. Сенсор, правда, здесь все Pixar 3325. Работает точно так же, как и все прошлые. Устанавливается во все бюджетные мыши, поэтому никакими удивительными характеристиками не порадует. Уточню только то, что сорвать его довольно сложно. Полностью исключать срыв не могу. Вдруг вы там на стеклянном столе играете. Поэтому, по сути, и переживать не за что. Ну и к ПО придраться не могу. На мышке 7 кнопок. Очень удобно, можно какую-нибудь функцию настроить в софте Armory 2. Там можно и подсветкой заняться, и макросами, и функционал настроить. В общем, все, что нужно, там есть. Кстати, еще есть отдельный софт от Asus, Aura. Там отдельно настраивается подсветка на все девайсы, поэтому имейте в виду. Топ-1. Dareo EM901. Очень мало слышно об этом бренде в сообществе геймеров, когда разговор идет о мышках. Но вот клавиатуры их хвалят даже мои самые привередливые знакомые, любители придраться к мелочам. Но это же у нас не клавиатура, правильно? По сути, воды в уши налил. На самом деле пытаюсь повысить лояльность к неизвестному вам бренду. Ведь если даже такое технически сложное устройство получилось сделать отличным, то и похожее на него принципом мышь просто не может получиться полным отстоем. А первое место я отдал этой модели благодаря только одному параметру — подключению. Это беспроводная мышь, которую можно подключить как по донглу с Wi-Fi 2.4, так и по Bluetooth. В бюджетном сегменте беспровод шикарная и не самая ожидаемая вещь, и автономность у нее отличная. Если не упарываться каждый день по 10 часов за ПК, а после работы пару часиков покатать во что-нибудь, то заряжать нужно мышь разве что раз в неделю или даже 10 дней. Поэтому на этом не схалтурили. А то часто встречаю мыши, которые стоят далеко за 3000 рублей, но по аккуму выдерживают максимум день активной работы. Почему и приходится ежедневно ставить на зарядку. Только не подумайте, что из-за этого сэкономили на других параметрах. Внутри стоит надежный сенсор среднего уровня, не такой популярный AIMWL ATG 4090. Это специальный сенсор для беспроводных мышек, который не требует много энергии и не высаживает мышь за пару дней. И при этом вопросов по точности и скорости его работы нет. Но действительно, он на всю совесть отрабатывает, глюки не ловит, задержки никакой. А что еще нужно? Ну, разве что эргономичную форму и материалы не самые голимые. Так здесь и с этим претензий никаких. Универсальная мышь под любую ладонь. Да и пластик не раздражает скрипами и бренчанием. В общем, такую мышь не стыдно поставить на первое место и закрыть рейтинг. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.